Привет всем! Наконец-то Song Plus в новом обличии уже начал появляться в салонах. А для нас это значит, что будет обзор и сравнение с Дорестом. В этом выпуске вы узнаете много деталей, которые сразу после анонса не были заметны, но оказались очень крутыми. Итак, не буду тянуть время и сразу приступаю. Господа, перед вами второе поколение BYD Song Plus, но теперь это чемпионское издание. И чемпион не просто добавочная фраза, я уверен, что он станет чемпионом в продажах в своей ценовой категории до 30 тысяч долларов. А в этой рекламной картинке в переводе на понятный язык написано, что он уже преодолел отметку в 500 тысяч продаж. Хотя я немного соврал, так как максимальная версия будет чуточку дороже стоить. Однако я уверен, что вы задумаетесь добавить немного средств, и я объясню почему. Мы замечаем новый стиль, вдохновленный океаном. Дизайнер постарался убедить нас в этом, и в целом он добился успеха. Дизайн выглядит свежим и привлекательным. Хотя мне кажется, навеян не океаном, а Tesla Roadster'ом. И начал он как раз с BYD Seal, а затем перешел к Song. Только у Tesla клык был обыгран дизайном бампера, а в BYD это сделали через добавление кусочка фары ниже основной. Хотя многие скажут, что больше стал быть похожим на Porsche, но на какой там Porsche я не понимаю. Пишите свои мысли в комментариях. Сбоку автомобиль остался практически таким же. Диски теперь полностью литые алюминиевые, без пластиковых вставок, которые ломались по пути к владельцам от натянутых строл. Заднюю часть автомобиля также изменили, перенесли номерной знак и камеру выше, теперь он на крышке багажника. Но и кнопка открывания багажника стала выше, а значит меньше будет пачкаться и камера будет чище всегда. Порты зарядки GBT положение не поменяли, быстрая зарядка по левой стороне, медленная по правой стороне. 4 камеры по периметру автомобиля, которые формируют 360 градусов картинку. Изменился стиль фар. Сравним сразу на двух автомобилях. Вот смотрите, как фары работают в Доресте и в новом стиле. Мне лично больше нравится Дорест вариант, он сочнее и интереснее. Теперь отдельно любуемся, я помолчу. А теперь представим, что я нахожусь в Champion Edition. Очень много деталей не изменили, поэтому я могу смело показывать, как это будет выглядеть и в Champion Edition, и как это выглядит сейчас в Доресте. Перемещаемся в салон. Сразу обратите внимание на пластик с кнопками. Он стал серебряный, ранее был черный глянцевый и всегда царапался. Новая акустика Infinity с сабвуфером в багажнике, и это только в самой топовой версии Flagman Plus. На руле теперь только логотип BYD, а на приборной панели за рулем на весь размер выводится карта. Жаль, работать будет только в Китае и с их картами. Огромный дисплей на 15,6 дюймов, но это только во Flagman Plus версии. Центральная консоль изменилась, стала более компактной, но и более удобной. Забавная ситуация сложилась. Ранее кнопки были матовые черные, окружающий пластик черный глянцевый. Глянец сильно царапался. И тут эврика! Они сделали ход конем и поменяли местами глянец с матом. Теперь окружающий пластик стал серебряного матового цвета, как на дверях, кстати, а кнопки стали черными глянцевыми. Я только представить могу, во что это превратится, если не наклеить сразу прозрачную защитную пленку, ведь этот элемент мы трогаем постоянно. Кнопки стали сенсорными, но чтобы активировать, к примеру, кондиционер, необходимо нажать на панель, и она вся углубляется и активируется пункт. Это как кнопки на руле Volkswagen ID-шек. И это неудобно. И такое решение я вижу впервые в центральной консоли. Добавили быструю зарядку для двух телефонов по 15 Вт на каждый. Кстати, микрофон теперь только во Flagman Plus версии, а ранее давали всем. Регулировка сидений в 8 направлениях. Вверх, вниз, назад, вперед, наклон спинки назад и вперед, и наклон сидушки вниз, вверх.
Электробагажник с двумя кнопками «Закрыть багажник» и «Закрыть полностью автомобиль». Передние сиденья с вентиляцией и подогревом, перфорированные. Также перфорация есть и на задних сиденьях. А вот в первых двух комплектациях сиденья без перфорации. И это еще один минус, спина и попа потеть будут на отлично. На подлокотнике видим выдавленное место, видимо под карту NFC или телефон для активации автомобиля. Планшет и приборная панель полностью на английском языке. Можно ставить как светлую тему, так и темную для приборной и планшета. А еще есть возможность ставить любые программы, это ведь Android. Раз это Android, тогда можно заставить работать Android Auto, без покупки дополнительных гаджетов и взлома системы. Там легко и просто. Инструкция есть у меня на канале, я приложу ее в описании. А вот CarPlay только через покупку приставки, к сожалению. Центральный бардачок уменьшился, так как из него убрали подстаканники и вынесли их отдельно. И передвижной тележки больше нету. Под консолью теперь один USB Type-C для быстрой зарядки, один USB-A, то есть стандартный порт USB, и он же для передачи файлов. Быстрой зарядки на этом порте нет, и гнездо под флеш microSD для видеорегистратора. Но его также можно использовать для хранения файлов на ней, с планшета все запустится. Кстати, в DRest ложили microSD на 8 ГБ в комплекте с автомобилем, а чемпиону уже выдают 32 ГБ производства MeteorEdge. Кстати, изменили спинку сидения, подголовник стал немного другой формы и появился тоннель. А что там с задними пассажирами? Давайте узнаем, сколько там места. Первым делом садимся правильно, то есть нужно так, чтобы спина полностью облокачивалась на само сиденье. Вот мы упираемся в боковины, и кисть должна лежать на руле. Это правильная посадка, то есть мы подвигаемся как нам надо, вперед, назад, вверх, вниз. Сверху желательно, чтобы было место от потолка, потому что это защищает от опрокидывания, не свернуть шею. А теперь сядем за самим собой и посмотрим, сколько места сзади. Раз, два, даже если до низа, вот раз, два, три кулака. Ну, можем дополнительно померить рулеткой, чтобы не гадать. И здесь у нас 34 сантиметра. Вот столько места у нас сзади. То есть сзади просто королевское место. Можно вот так вот даже лечь. Или даже ногу на ногу. И все равно мы не достаем. Даже вот короли. А, к примеру, если у нас высокий человек. Давайте отодвинемся максимум назад. Сколько нам позволит это. Теперь я не достаю до руля. Место здесь я уже могу полностью вытянуть ноги. И, к примеру, еще наклонить спинку можно немножко. Вот, все, я только пальцами касаюсь. Сядем снова за самим собой. У нас также тут остается еще 1,5 кулака или даже 2. И померим, сколько здесь места. 23 сантиметра. Это когда максимальное положение. То есть тут даже в таком случае сидеть очень удобно. И можно еще наклонить спинку назад, еще позволяет. Салон весь отделан приятными мягкими материалами из эко-кожи. Все строчки настоящие, не имитация. Очень приятный мягкий подлокотник. На дверях эко-кожа с мягкой подложкой. Твердый пластик с имитацией под кожу только в нижней части двери. И огромная панорама открываемая, которая регулируется как с кнопок, так и с планшета. Потолок черного цвета сделан из качественного текстиля, мягкого на ощупь. Красоты интерьеру придает подсветка из 31 цвета на выбор. Подсветка на торпеде, в ногах, в дверях передних и задних пассажиров. И это есть только во флагманах. Кстати, ширина салона составляет 1 метр 46 сантиметров. А еще очень классная функция – это удаленный запуск брелком. Очень часто использую, и вот один из сценариев.
Занимаюсь спортом, и я хочу сесть в охлажденный автомобиль после тренировки. Нажимаю эту кнопку, автомобиль включается вместе с климат-контролем и поддерживает температуру. Иду в машину и сажусь в холодный автомобиль, или зимой в теплый. А вот полный перечень комплектации, который идет с автомобилем. Ставьте на паузу и изучите подробно, а я продолжаю. И еще очень классная фишка: когда включаешь задний ход, зеркала автоматически опускаются вниз и автоматически возвращаются назад, когда переключаешь обратно. Кстати, в DRS во флагманах есть память сидений. В Чемпионе эти кнопки убрали. Надеюсь, функционал они просто спрятали от глаз. Подрулевые переключатели, как на европейском авто, по крайней мере на моем старом Citroёn было так же, и пересевший я не заметил дискомфорта. С правой стороны переключатель дворников, есть регулировка скорости дворников. На левом переключателе включение дальнего и ближнего света, крутилка отвечает за включение автосвета, включение только габаритов и включение противотуманок. Во всех комплектациях только передний привод. Массажа нет, подогрева руля не добавили. Руль регулируется по высоте и вылету. Теперь перейдем к задним пассажирам. Тут изменения минимальные. Сделали два разных порта Type-C и обычный USB-A, и они оба с быстрой зарядкой. И больше ничего не поменялось. Вот для сравнения салон третьей комплектации флагман. Нет логотипов Infinity музыки на дверях. Сразу видим экран 12,8 дюйма, на центральной консоли заменили функциональную кнопку. В багажнике ничего не поменялось в трех комплектациях. Две огромные ниши по краям и все. Кстати, флагман версия Plus, по правой стороне теперь встроен сабвуфер, и ниша теперь совсем маленькая с той же стороны. Колесная база не изменилась и составляет 2765 мм. Габариты 4785 мм длина, 1890 ширина, 1660 мм высота. Он стал ниже DRS на 1 см, но длиннее на 8 см. По оцинковке. Ранее в DRS не было оцинкованы капот, передние крылья и багажник, а в новой версии оцинковано все, кроме крыши. И в целом такой вариант лучше, чем был до этого. Сейчас определим, куда добавили 8 см. Вырезаем Чемпиона и вставляем. Вырезаем DRS и накладываем поверх. И вы поглядите, я думал, что увеличили заднюю часть авто, но мы точно видим, что это не так. Все старые линии сходятся. А значит, багажник не изменился. Возможно, сантиметр добавили только за счет изменения формы кузова сзади. И четко видим, что сантиметры были добавлены на передней части автомобиля. Вот я включу и выключу слои, просто посмотрите. И также видим, новый автомобиль теперь чуточку ниже, как и заявляет производитель, на 1 см. А еще жаль, что защита двигателя так и осталась выпирать на новой модели, которая снижает общий клиренс на несколько сантиметров. Как определить, какую комплектацию вы видите? Смотрите на парктроники. Эти боковые парктроники есть только во флагман плюс версии. И давайте попробуем поменять местами автомобили, чтобы также можно было посмотреть. Салон, соответственно, остался таких же размеров. Все тормоза дисковые, передняя подвеска независимая Макферсон, а сзади многорычажная независимая. Батарея имеет жидкостное охлаждение и подогрев, двухзонный климат-контроль, все комплектации имеют V2L 3,3 кВт. Капот на газовых амортизаторах. Это все-таки элитный автомобиль, кочергу сюда нельзя. Переместили горловину для заливки воды, ближе к центру автомобиля, ранее было прямо у крыла. И самое главное, добавили тепловой насос для кондиционирования, да еще и добавили во все комплектации. Что это такое? Расскажу максимально коротко. Тепловой насос в кондиционере автомобиля берет тепло изнутри и переносит его наружу, когда нужно охладить автомобиль. Когда необходимо согреть авто, насос берет тепло снаружи и переносит его вовнутрь. Таким образом, он помогает нам регулировать температуру автомобиля. Теплой зимой до 10 градусов или в межсезонье около 0, когда уже работает печка, авто с насосом проедет больше на 20-30%, чем тот, у которого тенами разогревается воздух. Но на сильном морозе эффективность уже падает. Потребление теплового насоса составляет около 750 Вт, а тенами около 2-4 кВт. Кто знает больше или уже ездит на автомобиле с тепловым насосом, расскажите ваши наблюдения. Возвращаемся к автомобилю. Всего есть 4 комплектации.
и я поделил их на две группы – доступные и флагманы. В доступной группе первая комплектация совсем пустая, а вторая чуть лучше, но привлекательные обе только за счет низкой цены, и все. А названия-то какие кричащие: роскошь, выдающийся. Но от этого лучше они не становятся. А вот в группе флагманов обе модели имеют полный пакет вкусностей. Комплектации так и называются: флагман и флагман плюс. Я их ранее и упоминал. Батарея у первых трех комплектаций 71,8 кВт, у максимальной версии 87,04 кВт. На первых трех комплектациях мотор 150 кВт, а на флагман плюс версии 160 кВт. Казалось бы, добавили мощности, но это сделано только для того, чтобы нивелировать увеличение веса автомобиля из-за батареи. То есть мы не получим улучшенный разгон. У всех версий разгон до 50 км в 4 секунды. Пробег заявленный 520 км и 605 в плюс версии, то есть разница всего 85, притом батарея на 15 кВт больше. Но это CLTC, по NEDC пробег будет еще ниже: 478 км у трех комплектаций и 556 у плюс версии, и разница 78 км. В предыдущем своем видео я объяснял почему. А если брать реальную езду по городу в активном стиле, то это 310 км и 360 у плюс версии, и разница теперь вообще в 50 км. А в стиле езды, когда вы всего добились и спешить уже некуда, будет около 450 км и 500 км плюс версии. То есть по факту батарея добавила больше веса, чем расстояние. Мотор в первых трех комплектациях на 150 кВт, точно такой же, как в Atto 3, он же Юань Плюс. Вот мотор на Сонге, а вот мотор на Atto 3 европейской версии. Какой мотор на 160 кВт, пока не ясно, но если я найду, то я обязательно это напишу в закрепленном комментарии. Вот я отобрал все самые крутые опции, которые есть в любой из этих комплектациях. Подправил перевод, чтобы было понятнее. Тут огромное количество, посмотрите на паузе. Лобовое стекло во флагманах идет двойное звукоизоляционное. Между стеклами наклеена пленка, на стекле нарисовано такое ухо. Вот я заснял со своего автомобиля. Передние боковые стекла двойные ламинированные, звукоизоляционные, и между ними наклеена пленка. А на задних дверях стекло одинарное, тонированное, закаленное. Так вот, переднее и лобовое, если ударить молотком, то просто пойдут трещины, а вот если ударить заднее, посыплется на маленькие кусочки. Накладки на пороге только во флагманах. Это такие хромовые накладки на всех 4 порогах. И конечно, здесь есть встроенный микрофон для звонков, хорошего качества и с шумоподавлением. Вот пример записи. Алло? Алло, Как меня слышно? тебя замечательно слышно, как будто бы ты с телефона со мной разговариваешь. Да, я разговариваю с машиной, причем даже не брала трубку, а все можно нажать на экране. Очень удобно. Примерную цену вы можете увидеть на экране. Все зависит от курса юаня к доллару. Я сделал таблицу опций, только отличий среди всех комплектаций. А теперь внимание, как только автомобиль поступил в продажу 19 июня, BYD снизила стоимость на 10 тысяч юаней для всех 4 комплектаций. То есть каждая комплектация подешевела примерно на $1400. И вот я обновляю цены, и сейчас я не вижу конкурентов с таким оснащением и стоимостью. Хотя если у вас есть возражения, напишите об этом в комментариях. Целый ряд интеллектуальных систем насчитывает аж 19 штук. Я все перечислять не буду, просто посмотрите табличку на паузе внимательно. А далее расскажу по некоторым из них детальнее. Предупреждение о лобовом столкновении. На маленькой скорости не работает, замечал работу на скорости от 40 км. Допустим, резко пешеход решил пробежать или автомобиль на перекрестке решил не увидеть красный и проехать перед тобой. На расстоянии около 50 метров, это как у меня срабатывало, может расстояние и больше ловит. В этот момент идет громкий сигнал без голосового сопровождения, главная цель, чтобы вы обратили внимание на дорогу и приняли меры. Ассистент движения в пробках. Это когда включен адаптивный круиз-контроль, он автоматически будет начинать движение и делать полную остановку без касания ноги на тормоз или газ. Система автоматического дальнего света. Ночью, когда впереди вас никого нет на трассе, автоматически включается дальний свет, а когда видит светофор или автомобиль догоняете, или автомобиль по другой полосе едет к вам навстречу, тогда выключает свет. Предупреждение о столкновении сзади, RCV. Вероятно, тоже работать будет только на большой скорости, так как на медленной пытался наехать на подопытного, но никаких уведомлений не было. Кстати, это предупреждение, а не торможение. Если сработает сигнал и вы не услышите,
Тогда удачно кому-то въедете в машину или еще в кого-нибудь. Система активного удержания полосы движения. Она сама держит автомобиль в любой полосе, на которой бы вы находились. Сама будет подруливать без вашего участия. Единственное, необходимо касаться руля каждые 15 секунд или просто положить руки на руль. Кстати, хватает даже легкого касания одним пальцем. Система предупреждения о выходе из полосы движения. Когда выезжаете за полосу, автомобиль ругается и вибрирует руль, чтобы вы обратили внимание на дорогу. Система мониторинга слепых зон. Кто не знает, это когда загорается в боковом зеркале треугольник, предупреждающий вас об автомобиле, который вы, вероятно, не видите. Мега крутая штука, и в первых двух комплектациях ее нет. Предупреждение о столкновении с задним ходом RCTA уведомляет вас также через систему боковых зеркал, но другой принцип. Когда вы находитесь на парковке и пытаетесь выехать задним ходом, и вам не видно машин, то видно машине. Если там будет ехать автомобиль по правой или левой стороне, будет загораться треугольник, и в этот момент лучше сразу нажать на тормоз. Звука она не подает. Уже много раз была полезная, так как Song Plus огромная машина, и пока высовываешь зад автомобиля, можно случайно ударить проезжающий автомобиль. Кстати, рекомендую посмотреть на экран планшета, там очень широкий угол, и как только задняя часть автомобиля чуточку выехала, уже можно разглядеть, что там движется. А если припаркованы по диагонали, тогда вообще замечательно, все видно далеко и полностью. Торможение при боковом столкновении сзади, RCTB, доставили уже в Чемпиона. Так вот, в Чемпионе, благодаря новой технологии RCTB, авто само затормозит, если увидит автомобиль во время выезда задом. По крайней мере, технологию эту добавили, а как она будет работать, посмотрим со временем. Система предупреждения об открытии двери. Когда дергаешь ручку двери, а на дороге едет автомобиль, сигнализирует вам голосом Please pay attention to the car during opening the door. Что необходимо быть аккуратным. Адаптивный круиз-контроль сам держит скорость за впереди идущим автомобилем, сам тормозит, сам разгоняется. Интеллектуальная система распознавания дорожных знаков ТСР распознает только знаки скорости. Вы их не видите, а машина увидит. Очень полезная штука. Иногда, правда, считывает наклейки прямо с автомобилей или грузовиков, благо наклейки не на каждом автомобиле, и это не часто. Ограничение скорости. На DRS это работало только как включение предупреждения. Вот я выставляю ограничение на 60 км и начинаю разгоняться. И что мы видим? Просто показывает, что я превысил скорость, пикнуло и все. А в Чемпионе новые системы добавили: интеллектуальная сигнализация ограничения скорости и интеллектуальное управление ограничением скорости. Раз написано управление, значит она уже сможет ограничить, например, скорость до 60, а не просто пикнуть и все. Я думаю, даже после краткого перечня этих помощников вы уже не будете смотреть бомж-пакет. Ой, снова вырвалось, извините. А если у вас есть что еще добавить по системам помощникам, пишите о них в комментариях. Вероятно, будут какие-то еще уточнения, я все буду дописывать в закрепленный комментарий. Ставьте лайки и подписывайтесь, так как будет еще много интересного. Если вам нравится такой формат, пишите в комментариях, какой автомобиль еще так детально разобрать.